Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие основные события происходят и что нам ожидать сегодня на открытии российской торговой сессии. Давайте начнем с экономического календаря. Что сегодня ожидается? Так, из важных событий объем розничных продаж Германии. Это будет в 10 часов уже скоро. И 16:15 изменение числа занятых в несельхозсекторе США. Так, ну и вечером в 18:00 выступление главы ФРС и 18:30 запасы сырой нефти. Обращаю внимание, сегодня еще размещение ОФЗ. Это дополнительная поддержка для рубля. Так, давайте посмотрим, что у нас с позициями на форте. Так, юридические лица делают ставку на продолжение роста фьючерса РТС. По Сбербанку также ставка на продолжение роста по Сбербанку. А по Газпрому ждут коррекционного отката. ГМК здесь тоже ставка на коррекционный откат. Рубль-доллар. Здесь ставка на рост доллара против рубля. Но в связи с аукционом ОФЗ могут эту ставку, ее реализацию перенести на вечер. Евро-рубль. Здесь также ставка на рост евро против рубля. Причем очень хорошая, мощная ставка и по доллару, и по евро. Евро-доллар. Здесь ставка на коррекционный откат, что евро будет проседать. А вот по фунту наоборот. Ждут роста фунта против доллара. Серебро. Здесь ставка на уверенный рост. Причем такая хорошая ставочка. Золото. Здесь тоже ставка на продолжение коррекционного отскока. Пока коррекционного. Но судя по всему, это в общем-то самый настоящий отскок. А то, что мы наблюдали, это высадка пассажиров. Природный газ. Здесь ставка на просадку. Так, далее нефть. Здесь какие-то странные данные, но если на них ориентироваться, то ожидают либо просадку нефти, либо движение к нижней границе боковика. То есть 47 и может быть даже пониже. Так, и вчера опять начались дебаты по поводу предоставления помощи. На фоне выступления Пауэлла решили все-таки начать согласовывать пакет. Но опять же, здесь на текущий момент, с учетом перехода власти от одного президента к другому, единства нету. И вот с моей точки зрения текущая ситуация в случае какого-то обострения, она будет решаться только если мы увидим, например, обвал фондового рынка. То есть во всех других случаях, пока не будет перехода власти к Байдену окончательного, я думаю, здесь будет либо мыльная опера, либо какой-то трэш наступит. И опять же, по мнению ФРС, текущая ситуация с так называемым ковидным кризисом, она может оказаться гораздо хуже и гораздо опаснее, чем Великая депрессия, которая была в 30-е годы. В 30-е годы еще не умели так печатать деньги, но сейчас как раз проблема в том, что их напечатали слишком много, и рано или поздно это даст о себе знать. Так, ну и вот Байден призывает Конгресс принять пакет стимулирующих мер, поскольку текущая ситуация пинг-понга, она может привести к тому, что под Новый год все внезапно сложится. Но, конечно, я думаю, здесь разумный подход преобладает, но с учетом того, что должен быть накал и определенная драма при передаче власти в Соединенных Штатах, вполне возможно, что мы к такой ситуации подойдем, когда вот-вот и все начнет падать. Ранее возникла ситуация, когда в марте не было падений, и вот в этом году мы получили падение в марте. Но, насколько я помню, все-таки в декабре тоже не было падений. Как бы этот год не был сплошным сбором неожиданностей. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Ну, по Китаю, судя по всему, сейчас нейтральная динамика. После вчерашнего роста идет небольшой коррекционный откат. Так, SFD на фьючерс S&P, американский рынок, здесь тоже небольшой откат, но по сути вчера у нас был рекорд очередной. И после такого рекорда нужно немножко остыть. Опять же, здесь все откаты, которые не будут пробивать 3600, они будут приводить до набора позиций и дальнейшему росту. И так, скорее всего, будет до Нового года, если, конечно, не устроит трэш с согласованием стимулов. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм, но у нас, судя по всему, позавчерашняя формация на рост не сработала. И по факту вот этого самого закрепления, которое все-таки во вторник совершилось, высока вероятность того, что мы отсюда пойдем уже на 90. Вот движение в этот диапазон, которое с высокой степенью вероятности теперь разовьется, это риск он и большой позитив для commodities и фондовых рынков.
Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти у нас ситуация непростая. Завтра вроде как должно быть окончательное решение ОПЕК+, относительно будут, не будут поддерживать сокращение добычи. Вот, и поэтому мы зависли на 47. Вот если сегодня все-таки этот барьер будет взят и пойдет закрепление, то у нас по сути получается вот это все была одна сплошная разворотная формация. И мы получаем под Новый год движение на 45 и возможно даже ниже. Но на текущий момент бренд все-таки удерживает, потому как любое движение на 47 и чуть ниже его выкупают. И соответственно пока нет закрепления ниже 47, уже вот пошли разворотные формации и в любой момент может отсюда произойти отскок. Цель движения будет 48, вот сюда вот. Так, ну и вот часовой таймфрейм по бренду, но здесь, собственно говоря, у нас нарисовался отскок коррекционный. И по этому коррекционному отскоку весьма вероятно движение на 47,9 вот сюда вот. Опять же, повторное пробитие 46,8 уже с высокой степенью вероятности может привести к тому, что отсюда пойдет падеж на $45 за баррель. Так, далее золото, дневной таймфрейм, но у нас идет проторговочка в диапазоне 1811-1818. Сегодня, если 1818 пробиваем и закрепляемся выше, то скорее всего либо сегодня в течение дня, либо завтра уже пойдет движение, цель которого будет 1830. Вот как только диапазон 1830-1837 будет взят, отсюда движение наверх может пойти очень резво. Опять же обращаю внимание, что здесь, судя по дневному таймфрейму, возможен разворот и коррекционный откат на 1787, но пока вероятность такого события невелика, пока это в большей степени соответствует проторговке и соответственно движение отсюда развивается к верхней границе. Сначала сюда 1818 и потом 1830-1837. Так, ну и вот часовой таймфрейм. Но здесь наиболее вероятный сценарий по часовику это движение сейчас на 1820, вот сюда вот. Так, друзья, далее серебро 4-часовой таймфрейм. Здесь вот у нас попытка разворота была и коррекционного отката. У нас обозначился новый уровень 23,3. Вот 23,3, если он не пробивается в результате отката, то все это будет приводить к донабору позиций и дальнейшему росту. Сейчас на текущий момент, я думаю, более вероятно того, что удержится вот этот наш давнишний уровень 23,8 и отсюда сейчас пойдет рост с целью сходить на 25. Так, далее евро-доллар, но здесь ситуация вполне как бы определенная. Вот у нас есть новая поддержка, это 1,1986. Любой коррекционный откат до этого значения будет выкупаться и ближайшая цель движения 1,235. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм, USD том. На что хотел обратить внимание, юрики сделали мощную ставку на рост доллара против рубля. Исходя из дневного таймфрейма мы находимся в диапазоне верхняя граница консолидации 76,5. Вот пробитие 76,5 на объеме или же проторговка выше этого значения с высокой степенью вероятности уводит на 77,35. Если по нефти подтвердится разворотная формация движения на 45, мы сегодня в конце дня уже с высокой степенью вероятности будем на 77,35. Еще возможен такой сценарий с учетом того, какая волатильность сейчас на рынках. Сегодня какой-то негатив будет вброшен по нефти, и мы увидим движение на 45, а завтра они все подпишут, все согласуют, и мы увидим назад откат на 47. Такой сценарий тоже возможен, вот, но я пока думаю, все-таки это было бы чересчур. Итак, при текущих ценах на нефть и текущем риске на рынке у нас движение вот в этом диапазоне 76,5, 75,5, ну 75,3 расширенный коридор. Но юрики делают ставку на то, что будет движение к верхней границе и ее пробой. 4-часовик. Но здесь у нас, в общем-то, разворотная формация и цель движения как раз тестирование 76,5. Часовой таймфрейм, аналогичная ситуация, движение на 76, 35, 76,5. Вот сюда вот. Сценарий такого движения отменяется, если коррекционные откаты, пробитие
75,5. В этой ситуации пойдем тестить 75,3, вот эту нижнюю границу. Но пока такой сценарий, я думаю, маловероятен. Далее евро-рубль, tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь у нас все указывает на то, что с утра сейчас будет пробитие 91.57 и движение с целью попробовать на прочность 91.9, 92. Вот сюда вот этот диапазон. Соответственно, сценарий не сработает, если на открытии мы пробиваем 91. В этой ситуации пойдет откат на 90,65. Такой сценарий мне видится маловероятным. Скорее всего, будет рост. Потому как, во-первых, здесь прошли вчера во второй половине дня объемы, которые указывают на набор очень хорошей позиции. Вот. И потом ряд критериев, ну плюс еще позиции юриков, которые нарастили в лонги, указывает на то, что весьма вероятно мы увидим движение в этом направлении. Так, друзья, фьючерс на индекс РТС, риза, дневной таймфрейм. Но здесь в чем у нас заключается нюанс? Мы подошли к верхней границе диапазона. Верхняя граница 131 430. Соответственно, здесь нужен либо драйвер на пробой и движение к 150, или же коррекционный откат, ну как минимум куда-нибудь на 129 тысяч, вот сюда вот. Драйвера, как вы понимаете, сейчас не наблюдается. Поэтому, несмотря на то, что юрики делают ставку на рост, я думаю, с утра мы все-таки увидим, наверное, коррекционный откат. Так, на 4-часовике поджатие. Но опять же, я вот думаю, что вероятность пробития движения в сторону 150, я не говорю, что 150 будет сегодня. Если будет позитивная динамика по нефти и по западным площадкам, мы в этом году можем увидеть 150. Но на сегодня мне больше видится отбой, ну или какой-то ложный пробой. И потом, соответственно, движение, цель которого будет 129, а в идеале 128 100, вот сюда вот. Так, ну и часовик. Здесь у нас разворотная формация. И в случае на открытии пробоя 130 500 у нас как раз цель движения будет находиться первая вот здесь, вот 129 100. И вообще в идеале ему сходить на 128. Поэтому, ну не знаю, юрики делают ставку на рост, но мне кажется, все-таки какой-то коррекционный откат должен произойти на 129. В идеале вот сюда на 128. Так, друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание.